Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний американский акционный танк АМБТ 8 левела, который сейчас падает из новогодних коробок. Вот, очень интересная машина со своими плюсами и минусами. Мы сегодня полноценно все разберем. Сегодня полноценный гайд-обзор по АМБТ. Ну и, конечно же, начнем мы с бронирования данной машины. Погнали. Итак, вот коллижен модель нашего АМБТ. Ну и давайте начнем с НЛД. НЛД здесь просто мега огромная. 100 миллиметров, приведенки снизу 148, сверху 141. И как, конечно, НЛД, ну, слабая. Приведенные углы плохие, и рвать этот танк сюда будут нещадно. Дальше интересней. ВЛД у нас 70 миллиметров, но расположена под сумасшедшим углом данная броня. И приведенка у нас здесь 228, 400 вверху, по краям 300. И система пишет рикошет. Если вы под таким, так сказать, углом увидите танк, вы, ну, сами понимаете, сюда его просто банально не пробить. Ну просто, представляете, какая броня. Какая броня. Это даже не антиста, это анти-ТТ броня. Дальше планочка под пушкой, вот это перед башней идет у нас 200, 160 в центре. Вот, это, конечно, ослабленная зона, не планочка, а подбашенная планочка, правильно даже назвать. То есть под башню ему, по сути, и нужно накидывать. Маска у нас 260-250, такая, не каждым обычным снарядом, ну, ББшкой, там даже на тяжелом танке ты пробьешь сюда, 400-500. Касаемо башни, 290 рикошет, 300 рикошет, 283 рикошет, везде практически рикошет, либо не пробитие, 300, сверху планк 40 мм, по правилу трока, только 3 калибров, а орудием там от 120 мм пробивается, 181 рикошет, лючок ослабленный 80 мм. Боковое бронирование у нас всего лишь там 50. Вот, ну и, конечно, танковать от борта на этом танке не особо, конечно, хорошо. Ну, можно, конечно, подставляйте, кстати, вот эту щеку, вот этот угол, да, не перекручивать. Главное не перекручивать, за счет рикошета только жить. Как только перекрутите, все, вас начинает рвать. Еще раз, очень ослабленная НЛД, планка под башней, все остальное, в принципе, этого танка очень-очень даже интересно. Крепкая за счет угла приведенной брони в первую очередь. Так, с броней разобрались. Броня здесь реально интересная. Давайте глядеть орудие. Вот, по орудию у нас 105 миллиметровочка, 360 альфа, у нас барабан на 3 снаряда. Вот, время КД между выстрелами 3 секунды. Но вот дозарядка барабана здесь, вот первый снаряд лезет, господа, на стойке 19 секунд. Целых 19 секунд. Потом 15, потом 12. Барабан очень долго заряжается. И интереснее всего с него, конечно же, стрелять там одним, максимум 2 снарядами. То есть 3 расходовать в самом крайнем случае. Вот. Разброс у нас 0.38 более-менее. А вот сведение тоже не самое комфортное. 2.7, но это на стоке. По полевой модернизации. Вот. Я еще не успел вкачать, только начал на нем катать. Во втором блоке качаем легкоусплавные узлы крепления. В четвертом блоке к размеру круг сведения. Сброс при движении ходовой. И то хорошее для этого танка. Потому что при движении-то мы тоже будем стрелять. Но может быть я, по-моему, все-таки точность улучшил. Вот, в пятом блоке максимальная скорость назад. Лучик обзора, антибликовую маскировку фар. Вот. Вторым слотом берем, наверное, тоже разведку на обзор. Да, думаю так. По оборудованию. Обязательно на этот танк надо ставить стабилизатор, даже со стабом. Стаба на нем такая.
ну, не самое лучшее. Вот. Я поставил турбину для подвижности, и как раз вот второй слот в полевой прокачиваем на обзор, поставил еще и просветленку, чтобы светить себе, союзникам. Слепым не хочу ездить на СТшке, поэтому и вам рекомендую такую сборку. По снарядам у нас что обычный снаряд, что голдовый, это подкол. Основной снаряд летит 1300 метров практически. Это очень комфортная скорость полета снаряда. Голда летит невероятные 1500. Поэтому да, это круто. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель автоматический. Экипаж, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас видите перед собой. По УВН у нас все хорошо. Минус 9. Минус 9. При такой сборке и при вот более-менее нормальном экипаже уже у нас зарядка 17,8, 14,1, 11,3. Вот, время сведения 2,53 чуть-чуть уменьшилось. Разброс у нас 0,36. ДПМ 1920. По ХП у нас 1300, как для восьмерки СТшки, в принципе, нормально. По мобильности 45 вперед, 17 назад, 19, почти 20 лошадей удельная мощность. Обзор у нас при такой сборке 436 метров. Если катаем без оптики, у нас меньше 400. Что, ну, сами понимаете, не айс. Вот, по незаметности, перк незаметности у меня еще не вкачан на этой машине, поэтому тут не самое все удобное. По плюсам и минусам машины. Блин, ангар новогодний. Вот, значит, подвижность в принципе плюс. Броня 100% плюс. Очень интересная броня. Вот, по незаметности, если перк будет вкачан, ну, будет в принципе нормальная средняя незаметность, как для СТшки. Ну и переходим к самому интересному. Пушки. УВН есть? Отлично. Быстрый полет снаряда есть? Да, отлично. Но барабан это всегда отлично. КД 3 секунды. Ну, не хорошо, не плохо, назовем это так. В принципе, терпимо. Да, это не 4, не 4,5 секунды. Но самое плохое, это сколько заряжается барабан. ДПМ у нас всего лишь 1920. И, конечно, очень много на нем настрелять. Все будет зависеть от того, как долго будет идти бой. Короткие сливные турбосливы там у врагов. Вы просто банально на нем ничего не успеете настрелять. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, что такое МБТ с современным рендами. Поехали. Так, у нас обзор боем АМБТ. Американский средний акционный танк 8-го левела с барабаном, который сейчас выпадает из новогодних коробок. Попали к десяткам. Так, поедем, наверное, на центр драться. Кстати, к семеркам попали, девяткам и семеркам. Ясно. Пьянь ездит туда-сюда, туда-сюда. О, арта. Блин, как что долго заряжается барабан. Пока зарядишься, вечность пройдет. Нам бы жмыхануть ему еще. Не попали. А мы не заряжены.
Вот такая вот ситуовина. И опять мы не заряжены. Вот такая вот ситуевина. Да. Бураска бы причесать, было бы неплохо. У нас зелень рвут, надо бураска рвать. И смотреть, где у них АТ вообще играет. Блин, пушка не поднимается. А где АТшка? А вот и АТшка. Слышь ты, говнотавра. Ну, мне деваться особо некуда было. Я думаю, тут победа. Выехал этот итальянец хренов. Барабанное чудовище. Все, готов. Ну все, победа. Ребят, переигрывать не буду, как есть. Сами видели. Значит, как раз оно вот здесь-то плюс и минус хорошо видно. Из плюсов прям приятный УВН можно играть. Из минусов это очень долго заряжается первый снаряд. Если вы разрядили свою пушечку до конца, вы первый снаряд заталкивать будете просто невомерно долго. Мимо вас будут ездить танки противников. Вам так хочется будет в них пострелять, но, увы, вы это сделать не сможете. По одной простой причине. У вас первый снаряд лезет просто ужас как долго. А вы средний танк. Да. Да, давайте вдвоем. Умрите от него. Не пробил. Не пробил. Першинг там потеет, красавчик. Давай еще раз за цель. Борт. Ну. Пробил. Победа. Вот, и поэтому подвижность у танка хорошая, у АМБТ. Да и броня даже в башне, ее по факту-то нету, но углы приведенной брони помогают дофига отбивать. Но как заряжается барабан, это, конечно, жесть. Это жесть. Просто жесть. Я говорю, мимо танки ездит, а вы только облизываетесь. Так, спасибо, Снегурочка. О, член экипажа. Грац. Так, мы даже третье место взяли в бою. Я думал, там вообще дофига, где далеко. Нет, так. Играли, кстати, на фулочке голде и даже 109 тысяч чистоганом. Нормально. Нет, танк годный. Все равно, в целом годный, но надо вот играть именно от модели заряжания барабана. Понимая, что барабан заряется не скоро. Да. Ладно, ребят, ставьте свои оценки по этой машине. У кого уже есть этот танк, пишите свои комментарии под видео. Как вообще в целом вам АМБТ, для тех, кто, возможно, хочет выбить его из новогодних коробок. Я Танечку 4 с минусом по пятибалльной системе ставлю. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.